Итак, друзья, мы в Венесуэле. Это наша первая деревушка. Буквально километров 30-40 от границы отъехали, остановились на ночевку. И вот такое чудо. Маленькая, компактная, красивая, цветная деревушка. Каких много в Южной Америке. И которая радует глаз. Очень приятно. В этом выпуске вы увидите наше недолгое, но интересное путешествие по Венесуэле. Это 8-я и заключительная страна в нашем путешествии по Южной Америке. Нам все-таки удалось заехать в Венесуэлу. Было трудно, нас на одной границе не пустили, но в этом же городе была вторая граница. И там нас уже запустили в Венесуэлу. Здесь очень доброжелательные люди вот остановились, мы на ночевку. Нам сразу налили бесплатно пиво, поговорили как могли, посоветовали, сказали, чтобы мы оставались на ночь, это совершенно безопасно. Ну и мы остались на ночевку, а завтра продолжим наш путь в очень интересное место. Если найдем как туда пробраться, будет классный контент. На следующий день наши представления о Венесуэле начали кардинально меняться. На границе нас предупреждали о возможных проблемах с топливом, но что его не будет совсем, такого мы не могли ожидать. Это подтвердили бесконечные очереди на заправках под палящим солнцем при температуре 35 градусов. Такое впечатление, что люди стоят там сутками, потому что бензин завозят крайне редко. Проверки на дорогах в виде полицейских и военных стали зашкаливать. Они начали попадаться каждые 5-10 километров. И все останавливали, кто на 1 минуту, а кто и на 40. Это начинало реально бесить. Тем не менее, мы неуклонно двигались к нашей цели, уникальному месту на планете. Чтобы увидеть это природное чудо, нам было необходимо доехать до небольшой рыбацкой деревушки на озере Маракайбо. Как только мы приехали на место, нас встретили наши друзья Максим и Дина, которые уже освоились и начали делиться своим спутниковым интернетом с местными жителями за еду. Говорят, что молния 2 раза в одно и то же место не попадает, но природа нам доказывает обратное. Молнии Кататумба – природное явление, возникающее над местом впадения реки Кататумба в озеро Маракайбо. А название этой реки в переводе с языка индейцев Бари означает «дом грома». Это явление также называют вечной грозой Венесуэлы или маяком Маракайбо. В этом месте можно наблюдать до 40 молний в минуту, что приводит к непрерывному звучанию грома. Данное световое шоу можно увидеть с дистанции до 400 километров. Этот факт стал причиной появления мифа, что могут быть молнии без грома, потому что расстояние, на котором слышно гром молнии, 15-20 километров. Поскольку это великолепное зрелище происходит ночью, нам не удалось его запечатлеть на видео, но выглядит это примерно так. Взяли 4 килограмма крабов для супа. Они все живые. Ой, шевелится. $1,5 за килограмм. Итак, все готовится к супу. Они их разделывают, смотрите, панцирь отрывают. Живьем прямо. Ой-ой-ой. А тут готовятся кокосы. Крабы с кокосовым будут. Не живьем, они сразу умирают. А, да ладно. Они моментально в мертвые становятся. То есть это на самом деле гуманная смерть. Это не то, что мы раков варим, кидаем в кипяток. Вот такие вот. Да, они сразу не шевелятся. Моментально умирают. Да нет, вон еще шевелится. Крокодил не ловится, не растет кокос. Опа. Вот это кокос для супа будет. А нет, не для супа.
Ну что, друзья, мы едем вперед к морю синему. И осталось буквально 300 километров. Пробыли мы 2 дня у рыбаков в деревне. Погода у нас очень жаркая, плюс 35. Молнии были только 1 день, к сожалению. Вчера вечером была очень спокойная погода, ветра не было, ну и, наверное, тучи не нагнало. Поэтому вчера вечером мы ели рыбу, крабов, молнии не видели. А сегодня летим на север, к нашей, наверное, самой северной точке на южном континенте. Оля за рулем, так как я немножко прихворал. Впереди нас едут наши товарищи. Мы пристроились за ними. Выглядит это вот так. Венесуэла, автобан. Одни из немногих участков, которые нормальные для езды. Таких здесь очень мало. Поэтому наслаждаемся ровной дорогой. Вперед! Вот такой вот недострой, целый огромный район. Уже все заросло. Капец. Заехали на месторождение очередное. Здесь их много в Венесуэле. Можно спокойно подъехать вплотную. Чуть ли не с канистры накачать нефти. Нефти много в стране, но на заправках ее переработанной в виде бензина и дизеля нет. Поэтому очень все странно. Все такое устаревшее, мягко говоря, ржавое, скрипучее. Качают. Вообще непонятно, как люди живут при наличии таких больших залежей. Вот, сейчас едем дальше в сторону океана, моря Карибского. Вперед! Заехали каким-то спекулянтам, чтобы купить дизель. В Венесуэле просто на заправках нет ничего, все закрыто. Или гигантские очереди, как я говорил в прошлый раз. И вот спекулянты немножко наживаются на туристах. Продают по 50 центов за литр, плюс еще за посредничество там по $5 хочет. Вот. Но деваться некуда. Нам до большого города еще ехать. Прикольное место такое, заехали. Десятки игуан бегают. Сейчас поснимаем. Вот такие вот игуаны. Ну это, скажем, маленького размера. Вот там вот тут целая куча. Вот здесь их очень много. Уже все сидят. На улице 40 градусов. И бедные животные приходят сюда, чтобы немножко охладиться, потому что тени очень мало. И вот такие вот. И хозяин домика подкармливает их капустой. Дальнейший путь вел нас в национальный парк Лос-Меданос, где мы мечтали увидеть песчаные дюны, маяк на полуострове, а также множество пернатых обитателей – фламинго, красных цапель, пеликанов и многих других птиц. Друзья, мы добрались до самой северной точки нашего путешествия по Северной Америке. Это небольшой полуостров, находится на севере Венесуэлы. И здесь стоит маяк, на который можно частично подняться. Это тот пункт, после которого мы будем уже двигаться только по Северной Америке.
друзья вдохновились и тоже собираются снимать первое видео свое на YouTube. Решили заехать сюда поближе к маяку. Мы выбрали вот такую дорогу, много песка, ракушечник. Я остановился на своем автобусе метров за 200 отсюда. Сейчас вот попробуем развернуться. Так, развернуться получилось. Все путем. Вот так мы здесь стоим на берегу моря. Уже второй день. Наверное, останемся еще и завтра здесь, так как сегодня выборы. Возможно, какая-нибудь смута после этого будет, после подсчетов. А здесь клево, супер. Грилем, отдыхаем, чилим. К нам прилетает много пеликанов. Нас охраняют местные солдатики. Вон там у них база. Их человек 6 всего. Покормили пеликанов. Правда, они к себе не подпускали. Пришлось кормить чаек. Ну что, Оленька, как ты тут у меня, называется? Кексики готовы? Пеликан подплыл. В итоге мы провели здесь 3 счастливых дня. Покупали свежую рыбу у местных рыбаков и наслаждались отдыхом. В целом все было довольно комфортно, хотя встреча с пограничниками оставила неизгладимое впечатление. Мы приехали вечером, и в сумерках к нам подошли 3 темных силуэта с ружьями наперевес, требуя выйти из автобуса и тыча своими винтовками. В тот момент было неясно, являются ли они военными или бандитами. Впоследствии их предводитель проводил с нами все свободное время. На этом полуострове также расположился обширный солончак, мимо которого мы просто не смогли проехать. Там добывают не только белую соль, но и розовую. Это место действительно завораживает. Побережье этого полуострова, по которому мы проезжали, когда-то было настоящим цветущим садом с великолепными отелями и отдыхающими туристами со всего мира. Сегодня перед нами предстали лишь разрушенные заброшенные строения, которые с трудом напоминают то, что осталось от былой роскоши. Вот такая предстала перед нами Венесуэла. Приехали наблюдать за фламинго. Сейчас будем запускать аппарат.
ту сторону. Там много-много фламинго. Привет, друзья! Наш тур по Венесуэле заканчивается. Мы пробыли здесь почти 6 дней, проехали около 500 или 600 километров вдоль побережья и решили вернуться обратно в Колумбию, потому что выборы, которые здесь прошли, очень негативно отобразились на ситуации безопасности. Вот народ волнуется очень сильно, выступает с протестами, жгет шины. На нас это никак не отразилось в плане агрессивности, но закрыты все магазины, все заправки. Дизеля у нас осталось ровно до Колумбии, поэтому мы решили не рисковать и вернуться. Вот. Народ крайне недоволен результатами выборов. И, как известно, бывший президент одержал победу. Вот. Мы ни одного местного не встретили, кто бы был доволен его политикой. Никто за него голосовать не хотел из тех людей, с которыми мы просто общались. Вот. Все недовольны, поэтому возмущение понятное. Вот. Мы просто не хотим, чтобы наше замечательное путешествие как-то омрачалось какими-то непонятными нюансами. Поэтому мы не знаем, что будет сейчас дальше. Возможно, какие-то новые волнения, еще больше недовольства. Либо успокоиться, но все равно ситуация ужасная. Бедные люди работают чисто за еду. Здесь прям вообще трэш. Мы такого нигде не видели, ужасающего положения. Это касается всего. Поэтому мы уматываем отсюда, теряя тапки. Вот. И меняем наши немножко планы. Ну да, мы не проехали Венесуэлу, не увидели пару мест. Я здесь когда-то был, в принципе, все видел. И самое известное место, это, конечно, Рарайма называется. Это столовая гора, по которой была написана когда-то приключенческая книга «Затерянный мир» известного английского писателя Артур Конан Дойля. Это действительно уникальное место. Такого я до этого нигде не видел. В этот раз не суждено было попасть. Ну, ничего страшного. Как-нибудь в следующий раз. Вот нам машут все полицейские. Мы уматываем отсюда. Все, пока. Нет, кроме нас. Да, вот впереди нас едет Максим. Они тоже полностью согласны, что делать здесь нечего на данный момент. И лучше не испытывать судьбу. То планы такие теперь. До порта, откуда мы хотим отправить наш автобус в Панаму, буквально 500 километров. То есть мы можем туда приехать уже послезавтра. Но, естественно, корабли так быстро не отправляются, контейнеры надо заказывать заранее. И я думаю, что надеемся, что в течение около 2 недель мы это сделаем. Я сейчас написал письмо в контору, которая этим занимается, жду ответа. А это время будем проводить на Карибском море, на побережье, отдыхать. Единственный минус, конечно, жара. Вот сейчас вот 39 градусов на улице. Вот уже
Несколько дней мы ночевали тоже на побережье. Единственный плюс то, что ветер с моря, он как бы немножко уменьшает эту жару, а иначе мы здесь просто бы загнулись. Вот. Так что мы едем обратно в Колумбию, возвращаемся. Цены в Венесуэле. Баночка 500 граммов йогурта $7.27. Маленькая баночка йогурта $3. Вы посмотрите, какие ценники. Это по $4 есть красивые цены такие. Ну вот есть дешево. Баночка $1.80. Трындец, смотрите, это все в долларах. Офигеть, как люди живут, непонятно. То, что мы покупали в Колумбии килограмм за $1, тут $8.50 за килограмм. Совсем офигели. А клубничка не видали? 500 грамм $4. И вот так тут все. Ну все, наши друзья нас покидают. Здесь наши дороги расходятся. Они все-таки решили попробовать заправиться. Если у них получится, то они поедут через Венесуэлу в Бразилию. Для них этот путь более оптимальный. А если не получится заправиться, то присоединяться к нам возможно. Так что все варианты возможны. Ну все, мы покидаем Венесуэлу. Чуть было не застряли на границе из-за бастующих, которые заложили дорогу бревнами. Но нам повезло, наш автобус нас выручил. Мы объехали быстро по обочине, что они все только махали нам. А в следующем выпуске вы узнаете, как Оля хотела в спа, а попала в жерло грязевого вулкана. Как мы доехали до Картахены и подготовили наш автобус к переправке в Панаму. И многое другое. Подписываемся на канал, ставим лайки.